Всем привет! Сегодня у нас расклад «Когда и как встретишь ты свою любовь». И посмотрим сначала, готова ли ты к новой любви, а дальше посмотрим, когда и как. Итак, давайте в долгий ящик откладывать не будем, знаю, что вам не терпится. И начнем. Единички. А, Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. И первый, готова ли ты к новой любви? Ну, знаешь, по картам ты сейчас как собака на сене. Вот снаружи вроде все уютно устроилось, квартира есть, работа стабильная, даже вон цветочки на подоконнике у тебя цветут. А вот внутри ты все еще воюешь с этими призраками прошлого. Вот этими обидами, что тебя недолюбили, что тебя там не дожалели, кинули, предали. И ты вот натужно изображаешь, что готова к новым отношениям. Даже сердечки мужикам в соцсетях ставишь. Но знаешь, на самом деле каждая твоя клеточка, она кричит, что вот «Мужик, подойди, и я тебе морду набью». Вот примерно вот так у тебя. Ты вот тащишь за собой хвост из старых драм, из вот этих отбывших проблем. Как гирю тянешь. И пока ты не выкинешь эту гирю, никакой здоровой любви не будет. А ее даже не получится. Из тебя потому что прям вот точится вот эта вот агрессия. Но не потому, что ты стерва, да, а потому, что ты боишься снова обжечься. Ты строишь вокруг себя крепость из принципов. Типа «мужики все козлы, я сама по себе королева». Но это просто щит от боли. И этот щит, он уже проржавел. Пока ты не выдохнешь и самой себе не признаешься, что тебе все еще страшно доверять, то ты будешь саботировать любой намек на близость. Даже если это симпатичный мужчина тебя на кофе пригласит, ты либо начнешь его испытывать, как на допросе, да, либо убежишь под предлогом типа «он точно псих». Вот псих тут пока только ты. Со своими вот этими вечными битвами. Вот убери вот эту дубину и перестань защищать ту девчонку, которую когда-то ранили. И признай, ты взрослая женщина, которая умеет отличать мудаков от нормальных людей. Иначе ты так и будешь спать с этим котом. Когда и как ты встретишь свою любовь? Ну, знаешь, а твоя любовь, она приползет не романтично. Ну, не в сезон дождей под вот эту скрипку заунывную. Нет. В звездюлях придет любовь и в перепалках. Ты где-то вот в куче народа, ну, в толпе, может, на корпоративе, может, вот в аэропорту, ну, вот где много людей. Ты кого-то захочешь, кого-то прям послать. И вот он будет такой же упырь, такой же упрямый, такой же с горящими глазами, как ты, который полезет с тобой спорить о чем-то дурацком. О политике, о последнем фильме, неважно. Вы орать друг на друга будете матом. И у тебя в голове будет «какой же он идиот». А он тебе будет говорить «да ты истеричка тупая». Но в какой-то момент вы оба резко замрете и поймете, что это не злость, это дикое влечение. И вот этот мужик, он не будет присылать тебе стишки, вот эту всю ерунду. Он вломится в твою жизнь, как ураган.
потащит тебя в поездку спонтанную, заставит с парашютом прыгнуть, подерется за тебя даже. Он, знаешь, он такой человек, кто вот смотрит прямо в глаза и не боится твоих «нет». И встретитесь вы не в романтичной обстановке. Будет громко, будет резко, возможно, даже противно. Но это у вас такая искра будет. Проблема знаешь в чем? Вы оба упертые бараны. И если вы не перестанете мериться своими эго, то все похерите. Вот дай себе шанс не убежать после первой же ссоры. Иногда вот за дерзостью прячется что-то настоящее в твоем случае. Что тебе делать, зная все это? Ну, знаешь, с головой подружись. Ты привыкла контролировать все подряд. Планы строишь, условия ставишь, мужиков проверяешь по своему вот этому, как его, по чек-листу. Но сейчас надо сделать наоборот. Заткнуть своего внутреннего вот этого менеджера, да, и включить вот эту жопную интуицию, которой ты доверяешь только когда трусы в магазине выбираешь. Вот перестань гуглить, типа, как понять, что он тот самый. Или подружек своих слушать с их вот этим натальная карта на идеальную совместимость. Да нахер тебе она не упала. Она не нужна тебе. Триггеры твои — это не про любовь. Понимаешь? Это про неврозы. И если при виде вот этого мужика тебя колошматит, сразу не убегай. Присмотрись, вдруг это не он токсик, да, а ты просто чувств своих боишься. Твоя задача не играть в эту начальницу и не лезть вперед башкой. Не выноси мозг ему и самой себе тоже, типа, а есть ли серьезные намерения? Просто расслабься. Вот, знаешь, вот позволь себе роскошь быть не идеальной. Наорать можешь, но потом извинись. Захотелось его, прямо вот и скажи: «Я тебе нужен». «Я тебе нужен», «Ты мне нужен». Испугалась его, признайся. Перестань вот эту игру играть «я независимая и сильная женщина». Знаешь, настоящая сила — это не бояться слабость показать, а не строить из себя хер пойми кого. И главное, если внутренний голос тебе говорит, что это он, а логика орет: «Да он по гороскопу козел», то плюнь на логику. Слушай тишину, а не мысли. Решения тоже сами примутся. Не надо их вымучивать. Просто дыши и жизни не мешай случиться всего-то. Обязательно приди в проживание арканов, ты это все проработаешь. Ссылка в закрепленном комментарии и в описании к этому видео. Ну а мы с вами перейдем ко второму варианту. Двоечки. Готовы ли вы к новой любви? Ну, знаешь, не так бы, чтобы вот готова. У тебя сейчас, знаешь, позиция, когда ты вроде выглядишь как человек, который все отдал, всем помог, все отстроил. То есть ты выложилась, занята своими делами. Кажется, что ты вообще спокойна и уравновешена. Но это обертка. На самом деле у тебя иллюзий, фантазий еще больше. Ты себе какого-то идеального мужика представляешь,
который придет, все исправит и тебя спасет, на ручки возьмет, пирожками угостит, и который будет не как все остальные козлы, которых ты встречала. Ты в голове целый сценарий построила. Как он тебя будет любить, как вы будете вместе жить, что вы делать будете. И вот в этом-то весь и прикол. Ты вообще не готова. Потому что готовность — это не когда ты хорошо выглядишь и ведешь себя как королева, да? А готовность — это когда ты смотришь в зеркало и видишь реальную себя, а не ту, которую ты выдумала. Ты пока ждешь спасателя, а не партнера по жизни. Ты хочешь, чтобы кто-то пришел, спас тебя от твоих же собственных демонов, от недоверия, от страхов, от обид, которые ты носишь с прошлых мужиков. То есть это значит, что ты абсолютно не готова к нормальным отношениям. Потому что любой нормальный мужик, он почувствует вот эту энергию отчаяния. И вот эту энергию, как сказать, потребности быть спасенным. И он либо уйдет, либо останется и будет дальше тебя ломать. Ну, не дано третьего. Поэтому перед тем, как кого-то встречать, тебе нужно с самой собой разобраться. С этими фантазиями, с этим желанием быть спасенной. Нужно понять, что ты сама себе достаточна. Что ты не нуждаешься в спасителе, что ты можешь быть счастливой одна, а ты сама с собой несчастлива. Почему посторонний человек будет счастлив с тобой? Он тебя этого самого, а потом дальше пойдет. А как ты хотела? Ой, тебе ремня бы дать. Когда и как ты встретишь свою любовь? Ну, знаешь, ты его не через случайность встретишь, нет. И никогда будешь искать. А вот когда сама себя соберешь и действовать начнешь. То есть это момент будет, когда ты инициативу в свои руки возьмешь. Когда ты перестанешь ждать и начнешь что-то делать конкретного. Запишешься на какой-нибудь курс, там начнешь свой новый проект. Или выйдешь в люди туда, куда ты раньше ходить боялась. И вот в этот момент, когда ты будешь сосредоточена на своем деле, не думая о мужиках вообще, вот тогда ты встретишь человека, который будет тебе нужен. Но тут важный момент. Это не будет какая-то влюбленность с первого взгляда. Нет, это будет вот такое медленное, осознанное построение отношений. Ты встретишь его, когда ты будешь в своей силе, когда ты будешь знать, чего ты хочешь, когда ты не будешь отчаянно цепляться за первого попавшегося, как сейчас ты это делаешь. И это произойдет, в течение ближайших полгода-год. Но только если ты прямо сейчас начнешь меняться. Он не придет, пока ты дома сидишь и мечтаешь. Он встретит тебя на дороге, когда ты будешь куда-то идти, когда ты будешь двигаться, понимаешь? Когда ты будешь жить своей жизнью. Это будет не какой-то там вот этот сериальный сценарий, да? Это будет просто нормальный мужик, который тоже занят своим делом. И вы просто пересечетесь в нужный момент и поймете, что вам друг с другом интересно. Вот это и будет твоя встреча. Что делать, зная все это? Знаешь, перестань от жизни отказываться. Потому что ты сейчас от жизни отказываешься. От людей, от возможностей, от новых. Ты сейчас в режиме отсечения. То есть, когда ты всем говоришь «нет», потому что ты боишься, потому что ты думаешь, что ты недостойна. Потому что прошлые отношения тебя так расколбасили, что теперь ты как ежик в клубочек вот сворачиваешься. Но это неправильный способ защиты. Ты должна вместо этого начать наводить порядок в своей жизни.
Ну, не в смысле квартиру убирать, да, в смысле внутреннего порядка. Возьми финансы в руки, если они разбросаны. Разберись с работой, если она тебя не вдохновляет и не нравится. Здоровьем своим займись, если оно хромает. То есть стань женщиной, которая знает, что она делает, которая может постоять за себя, которая не нуждается ни в ком для того, чтобы быть счастливой. И вот когда ты станешь такой, тогда этот человек рядом и появится, который будет достоин такой женщины. Понимаешь? А если ты на самом дне, то достойный дна будет мужчина. Логику чувствуешь? Поэтому выползай из этой тени, начни что-то в своей жизни менять, и тогда все сложится. Чуда не будет, можешь его не ждать. Тебе нужно это чудо создать самой. Больше никак. Вот нету ни второго, ни третьего, ни четвертого варианта. Нету. Только когда ты начнешь создавать чудо. Больше никак. Обязательно приходи в проживание арканов. Тебе это точно нужно, тем более ты двоечка. А ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки. Ну, у троечек сразу говорю, энергия молодая. То есть, так, передо мной бумажка с вопросами, 3 вопроса. Когда и как встретишь любовь, 3 карты читаем. Готова ли ты к любви новой? Ну, еще раз повторюсь, энергия у тебя молодая. Ты свежая, вот прям вот вкусненькая, я бы сказал. Ты как будто вот горишь желанием что-то новое начать. С идеями прыгаешь, каждый момент жизни ловишь. В тебе есть вот этот вот огонь и азарт. Но при вот этом всем ты все равно как будто, как сказать, щуришься. Понимаешь? Вот ты все видишь в розовом свете. То есть мечтаешь о принце, придумываешь, как все идеально будет, как он придет и сразу поймет, что ты королева его жизни, и жизнь станет как в кино. Но ты не видишь реальность такой, какая она есть на самом деле. Ты загипнотизирована образом, который сама себе нарисовала. Но это не значит, что ты не готова. Нет. Но у тебя готовность какая-то вот однобокая, что ли. Ты готова к чувствам, ты готова к романтикам, к романтике, ты готова к этим летающие скотины, как их называют-то, к бабочкам в животе ты готова. Но ты не готова видеть человека таким, какой он есть на самом деле, со всеми его косяками, пуками, привычками, проблемами. То есть ты ждешь кого-то, кто вот, как сказать, тебя спасет из этой серой жизни, а не того, с кем ты просто будешь жить обычной жизнью. И вот эта разница, она огромная. Ты желанием горишь, но это желание, как сказать, вот замутнено иллюзиями твоими. Ты как бы готова, но вот с оговорками. То есть ты готова к любви, которая существует только в твоих фантазиях, а не к той, которая реальная, грязная, сложная, с ругачками. Поэтому тут ответ знаешь какой? Да, ты готова, но ты готова только наполовину. Понимаешь? Все понимаешь. Когда и как ты встретишь свою любовь? Ну, знаешь, встретишь его не скоро, нет. И не при помощи каких-то там стечений обстоятельств. Ты его встретишь тогда, когда решение примешь. Вот прям буквально так. Ты будешь стоять перед выбором,
И ты выберешь не то, что безопасно, не то, что ты уже знаешь, и не то, что удобно. Ты выберешь правду. Ты выберешь действие, ты выберешь активность. Понимаешь? Может, это путешествие будет или какой-то твой новый проект. То есть ты вылезешь из болота. Вот я не знаю, как объяснить. У меня в голове-то есть ответ, а как его озвучить, не знаю. Это вот как будто выкарабкалась. Понимаешь? Может, ты просто скажешь «да» приглашению, на которое ты бы всегда отвечала «нет». То есть это необычное знакомство, понимаешь? Не просто вот «здравствуйте, я там Лена, здравствуйте, я Николай. Будем знакомы, с сегодняшнего дня мы с вами встречаемся». Вот это не так будет, понимаешь? Это вот как тебя из кокона, вот, как сказать, пинками под зад выкинули. Понимаешь? Я вот не знаю, как объяснить. Все ты понимаешь. И тут, знаешь, встретишь не потому, что карма или звезды совпали. Нет. Потому что он тоже в этот момент двигаться будет. Понимаешь? Так же, как и ты, он сейчас сидит в своем коконе. То есть вы два кокончика. Две кокули. Давай я тебя буду называть с ним две кокулевы, которые сидите и не двигаетесь. И вот как раз вы встретитесь в движении, когда вы созреете, когда оба начнете рисковать. Этот вспомнил слово, из зоны комфорта вылезете, понимаешь? И это где-то полгода-год. Но точно, как говорится, не завтра. И это будет неожиданно, потому что ты не будешь его ждать в этот момент. И он тебя в этот момент будет не ждать. Понимаешь, это вот как... Это и не стечение обстоятельств. Нет, я вот не знаю, как объяснить. Это вот, знаешь, примерно вот... Представь, что ты моя дочь, да? Тебе исполнилось 18, я беру твой чемодан, выкидываю, говорю, все, иди, тебе 18, ты за свою жизнь сама отвечаешь. Ну, я так не делал, я примерно вот так, да? То есть тебя из зоны комфорта вышвырнул. Вот это примерно точно так же. И у него точно такая же ситуация будет. Что делать, зная все это? Прекратить быть принцессой и стать королевой. Вот все просто. Королева жезлов, да, королева огня, это не та, которая ждет, а та, которая, как сказать, вот, командует, которая знает, чего она хочет, и сразу берет это, а не, как сказать, не робеет, не сомневается, не прячется за вот этим, а может, я недостойна. Знаешь, кто недостоин? Это вот эти вот вечные жертвы, вечные нытики. Как меня мужик бросил 5 лет назад, я до сих пор плачу. Нет, ты не такая. Ты просто живешь. И все вокруг подстраиваются под ритм вот этой огненной королевы. Вот ты должна стать такой. Но не в смысле, что ты будешь там грубой, агрессивной и так далее. Нет. В смысле того, что ты будешь уверена в себе. Ты будешь активно, целеустремленно, и при этом ты будешь тепло и страсть излучать, понимаешь? То есть ты должна начать жить для себя. Не для кого-то там эфемерного, не для мужиков, не для кого, для себя. И начать делать то, что тебе нравится, развиваться начать, рисовать, петь песни в душе. То есть начать выходить в мир вот с открытой грудью. Потому что 10 кубков – это же полнота, это же счастье, это семья, это дом, это все, что ты ищешь. Но это придет только если ты сама будешь полной. Но не в смысле полной-полной, да, а наполненной. Если ты сама будешь счастливой. Если ты сама будешь излучать то, что ты ищешь в другом человеке. Это знаешь, как вот требуешь – соответствуй. Вот тебе и ответ.
Делай свою жизнь интересной, живи полной грудью, будь королевой в своем королевстве, и тогда только король придет и скажет: ну, наконец-то я тебя нашел, я тебя искал всю свою жизнь. А сейчас ты пока птичка в клетке с обрезанными крыльями. А вообще забыла, что у нее крылья есть. Вот начни летать, и любовь сама тебя найдет. И, конечно же, помни, что я всегда рядом.